В прошлых видео я отправился из Египта на пароме в Саудовскую Аравию, где ехал через всю пустыню и доехал до первого крупного города Джедда. Погостил у местного жителя и отправился в горы, где было очень тяжко, жарко, постоянные проблемы с колесами и сильный встречный ветер. Потом меня увидели местные и позвали в гости, чтобы я смог отдохнуть и починиться. В этом видео я отправляюсь в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где меня опять ждут бесконечные приключения и испытания. Приятного просмотра! В общем, ребята еще спят, я пока решил вот овсяночки сварить с бананом и с изюмом. То рис с тунцом надоел. Сейчас покушаю и выдвигаюсь, но опять что-то ветер какой-то встречный. Не знаю, сколько я проеду. В общем, опять сильный встречный ветер. Бывают прям сильные порывы вообще. Радует, что трафик низкий. Тут вообще было две дороги. Я решил ехать по той, которая идет не прямая, а горная. В общем, люблю страдать. Короче, ветер продолжает уничтожать морально. Это просто ужас, жесть. Но зато красиво. Я сейчас не знаю, может что-нибудь стопить. Сейчас эти вот ребятки остановились, подарили мне флаг Саудовской Аравии. Красота. В общем, проехал 23 километра, и сейчас я опять в гостях. Ребята увидели мои страдания, позвали меня отдохнуть. По такому ветру вообще просто нереально ехать, да и желания особого нету. Поэтому я сейчас буду думать, как прорываться, может на машине с кем-то, добираться до города. 120 километров еще до города, жесть. По такому ветру ну его нафиг. Поэтому да, сейчас надо с кем-то на машине. Опять здесь меня угощают. Вот арабик кофе, финики. Уже все съел почти. Этот чайник не понравился. Вот здесь вот так вот он закручивается, чтобы сохранялось тепло в нем. Вот, в общем, ребята меня любезно пригласили. Welcome to Saudi Arabia, welcome. Thank you. Сейчас он предлагает с ними покушать. This is eggs? Yeah, eggs. With and, tomato? Potato. Oh. And tomato and وش غير البيض and full. Nice, thank you. This mix. Yeah. Welcome. Доброе утро. Сейчас вот завтракаю с ребятами, с работягами. И потом учу яичница. Тест моего велосипеда. Все, поехал. Не остаюсь здесь работать. На ферме. Вот так вот живут тут простые работяги на ферме. В общем, такая комната здесь. 2 кровати. Такие вот условия. Зарабатывают они, кстати, не особо много. Это в рублях получается 1050-60 всего. В общем, здесь живут, работают на этой ферме. Вот. В общем, сейчас все, выезжаю с этой фермы. Вот ребята провожают. Провел здесь ночь. Сейчас еду дальше в обратную сторону. В общем, выезжаю, потому что ветер опять дует в рожу, так сказать. Вот, поэтому сейчас еду обратно в другую сторону и потом уже поворачиваю на Эр-Рияд. Вот. Thank you, шукран, брат. Okay. Все, в общем, выехал от ребят и поехал в другую сторону. По ветру. Какой кайф ехать по ветру. По попутному ветру, а не по встречному. Ну его нафиг, этот ветер встречный сильный, да еще и горки.
For me? Boy. It's all for me. Oh, thank you, брат. Russia. Russia? Yeah. Yeah, thank you. 40. Целую пачку воды мне дал. Красавчик вообще. Good. Привет. Hello from Russia. Приехал, в общем, на ночевку. В кусты куда-нибудь. Сейчас надо башкириться. 73 километра проехал сегодня. Наконец-то, после перерыва. Проклятый ветер надоел. Приехал, в общем, вот на такую ночевочку в кустах. В любимых кустах. Наконец-то немножко подустал от гостей, от общения. Сейчас наконец-то в палатке. Буду наслаждаться одиночеством, как говорится, и природой. Ну как природой? Не, ну природой, конечно. Что? Красивое небо. Трасса близко, ну ничего. Нормально. Такой вот дождь пошел сильный. Там даже гроза гремела. Я вот сижу, макарошки варю. Макарошечки. Давно не ел макарошки с кепчиком. Да, дождя, конечно, давно я не видел. Доброе утро. Дождик вчера прекратился, часов не знаю во сколько. Сейчас уже солнышко, это хорошо. Можно будет телефон зарядить. На завтрак у нас, как обычно, рис с тунцом. Рис варится. Рис, тунец, в общем. Сыр. 3,95 стоит такой вот сыр. Это в районе, ну почти 100 рублей, да, 100 рублей. Тунец с рисом готовы. Налетайте. Все, я готов выезжать. Сейчас по планам доехать до города 50 километров, там купить камеру запасную. Запасную камеру, заплатки. И потом уже спускаться в сторону Эр-Рияда. Сейчас я где-то на высоте 1700. Там будет все время спуск. Не знаю, там до нуля, наверное, до скольки вообще. Вот. Опять ветер встречный. Ну не встречный, а больше боковой. Опять достал, в общем, этот ветер уже. Достал этот ветер уже. О, бесит. Боковой ветер. Приехал в город, в общем, а здесь закрыто, что неудивительно. У них здесь все закрыто в это время. В общем, вот купил камеру, еще немножко заплаток взял и вот такую штуку. Как этим пользоваться, напишите, с клеем или без клея, не знаю. Жизнь налаживается, все открылось, все заработало, жизнь закипела. Вот сейчас взял себе шаурмы. Они здесь все запаковывают в эти пакетики. Дают каждый пакетик вообще под любую штуку. Сейчас, в общем, с мужичком разговорился, он мне чаем угостил. И дал мне денег, представляете. Не знаю, сколько там, не смотрел, но, в общем, прикольно, что приятно. Выезжаю из города. Покупал камеру, заплатки. Время уже 5:30. Пока ждал, пока магазин откроется. Был закрыт на молитву. В общем, сейчас еду уже место ночевку искать. В поисках очередной ночевки. Не знаю, куда себя приткнуть. Я еще в городе фактически. Немножко отъехал. Здесь сил нет ехать просто. Хотел вот здесь стать, там забор. Это еще так долго город тянется, вообще просто жесть. Не знаю, где буду ночевать опять. Доброе утро. Вот такое место вчера нашел на ночевку.
недалеко от города, в общем, ну, хоть почти в городе, отъехал, может, километров 10 всего, 12. И долго не мог найти место, и вот такое вот место нашел. В общем, там был забор долгое время, не было возможности встать. Вот. Потом он закончился, и здесь начались кусты, здесь так очень замусорено все. Выбора уже не было, я очень устал вчера крутить. Ветер измотал вчера конкретно вообще. Поэтому такое вот место. Вон сколько мусора вообще. Да еще ничего, там в другом месте там вообще было жесть. Я сначала хотел там стать, там говно, говно, мусор, вообще все прям. Не знаю, столько мусора, конечно, у них. О, вот там, смотрите, стадо барашков идет. Ночью что-то холодно было, роса скопилась еще. Конденсат. В общем, даже спас одеяло пришлось достать. Одежду одеть на себя пришлось еще немножко. В общем, прохладненько было. Мой корабль готов к дальнейшему путешествию. Вот так здесь приделал колонку, чтобы заряжалась от солнца. Как назовем этот корабль? На котором я уже проехал. Дофига уже сколько. Ну, не знаю, дофига не дофига, но почти 5000 проехал. Не считая с момента покупки. Я его купил после 300 километров в Самсуне в Турции. Вот. Поэтому где-то уже больше 5400, наверное, где-то так примерно. Вот этого я вчера даже не видел. Вечером, ночью. Какая-то яма с мусором. Все в мусоре вообще. Собаки вообще какие сыкухи. Еду, они лают, останавливаюсь, убегают, блин. Они вон баранов пасут. Давай, давай, иди отсюда. Опа-на, смотрите, речка. Как жаль, что я вчера не доехал. Немножко совсем до нее. Хоть небольшая, но все же. Речка. Да, не хватает вообще, конечно, на этом пути водоемов, всяких речек. Блин, здесь вообще классные места. Вон. Тоже все в мусоре, конечно, но ничего. Это такая тоже полная мелкая вообще. Сейчас вот заезжал на заправку, все дела сделал, помылся в мечети, покушал, и можно ехать дальше. Помните, ребята, байкеров, которых я встречал? Вот опять их встретил. حبيبي يا حبيبي اجي اسمعنا في الطايف اجي اسمعنا نوع في الطايف. Нормально так путешествуют тоже ребята на мотиках. Прямое включение с трассы. Проехал я уже 71 километр. Время 24. Еще 30 км проехать до соточки. Но сегодня прям хорошо идет. Дорога прямая, пустыня начинается. Виды, конечно, скучные, но что поделаешь. Дорога прямая, ветер небольшой, есть встречный. В общем, ехать можно. Справа забор стоит. Не знаю, видимо, от верблюдов, скорее всего. Поэтому придется как-то перелазить, наверное, через него, чтобы заночевать. Это так, не знаю, где больше. Сейчас, короче, ехал опять, переднее колесо теперь пробилось. Давно переднее не протыкалось, блин. Немножко не доехал до сотки. 94 километра. Сейчас надо куда-нибудь за забор здесь перелазить, в общем, там ставить палатку где-нибудь.
Чё ж так не везет с этими колесами дебильными. Надо менять, короче, эти шины беспонтовые. В общем, сейчас день перелезу здесь. В кустах заночую. Я придумал как. Ну вот так, короче, расположился. Надеюсь, Кэмелы ко мне не придут ночером. Я не знаю, конечно, безопасно, небезопасно человеку. Но я думаю, ничего не будет, наверное. Смотрите, какое небо красивое. Доброе утро. Верблюды не приходили. Что-то я не очень выспался из-за шума машин, может, постоянного, потому что дорога рядом. Сейчас довариваю последние, что у меня осталось, макарошки, 7 чуть макарошек, фасоль, там чуть на фасоли. Да и все, в принципе, больше ничего нет. Занимаюсь своим любимым делом, заклеиваю камеру. Еще 2 дырки здесь нашел. Заклеил, в общем. Самоклейкой что-то не получилось приклеить, я начал накачивать, она отлетела. В общем, не знаю, этими получше. Такие дела, в общем. В общем, все дела сделал, камеры заклеил, 2 дырки было. GoPro опять села, блин. Опять на телефон сейчас буду снимать. Поэтому сейчас выезжаю, короче. Ночью все спокойно было, никто не приходил. Только машины ездили. Да, грузовики большие. Кэмелы не приходили, в общем. 20 километров вез мусор, чтобы сделать вот так. Сейчас, короче, небольшой пит-стоп на заправке. Вон мечеть. Магазинчик. Сейчас в кафешку, думаю, заглянуть. Перекусить, потом купить продуктов. И дальше ехать. Сейчас вот в кафешке взял чечевицу и такой хлеб огромный. Это на 7 реалов вышло. 140 рублей, короче. Что здесь курица с рисом дорогая какая-то. 21 реал. 500 рублей, в общем. В общем, подогнали мне парфюм. Правда, я думаю почему-то, что это женский. Здесь написано pink, типа розовый. Made in India. Сейчас, в общем, открою, понюхаю. Мне кажется, это прям очевидно, что это женский. Да и запах у него не мужской нифига. Такой типа сладкий. Блин, что с ним делать? Оставить здесь его, что ли? Зачем он мне нужен? Видео. Сейчас вот ребята остановились. Здесь, говорят, какой-то известный мужичок в снапчате, 1 миллион подписчиков. 1 миллион followers. Вау. Интересно, интересно. Сейчас такой прикол, короче, происходит. Я, в общем, оставил велик и пошел искать место, смотреть место. И я не могу теперь найти велик, блин. Я не пойму вообще, где. Первый раз такая со мной ерунда. Нашел. Вот он стоит. Капец, немножко очканул, блин. Хорошо, что у меня еще есть эти элементы отражающие. В общем, вот так сегодня. В какой-то городок заехал. Хорошо, хоть подальше от дороги, от трассы. А то этой фуры вообще надоели, не могу уже. Что-то их как-то прям сильно много на этом пути. Сейчас вот хорошо здесь не слышно особо их. В городок заехал, там сразу какие-то чуваки меня окружили. Давай все опять расспрашивать. Все это как обычно, все эти вопросы уже. Не могу уже на это все отвечать. Доброе утро. В общем, вчера я вот здесь ночевал. Вот такое вот место. С камерой, в общем, проблемы. Не могу зарядить. Камера очень быстро садится, батарейки садятся быстро. Вот, в общем, вчера за город, точнее, в город приехал и немножко вот отъехал здесь от дороги. В общем, сегодня что-то там ветер и неохота, в общем, никуда ехать. Я, конечно, сейчас поеду, конечно, но просто такое настроение, что-то нет особо куда-то ехать. Устал, в общем, немножко.
Да, отдохнуть где-нибудь. Можно здесь, конечно, было отдохнуть, но думаю, все-таки ехать, наверное. Сейчас вот заехал в городок. Что-то сегодня в воздухе непонятно какая-то, я не знаю, песок или что это. Непонятно. Городок пустоватый какой-то. Сейчас в поисках банкомата езжу. Что-то нету нигде. Но в один приехал на карте, который был показан. Там ничего нету. Видимо, никого на улицах опять нету. Все молятся, видимо. Нашел вот банкомат, снял сотку, снял. Вот. Не везде принимают у них здесь карты виза, у них какие-то местные, здесь это платежная система, МАДА называется. Вот, поэтому приходится снимать деньги иногда. Ну, прикиньте, вот на таком аппарате путешествовать. Смотрите, нифига у него там пружины вообще. Вот такую сидушку надо ставить. Класс. Это чисто эти индийские велики. А вот так вот выглядит ничего. Пустыня голимая. Вообще ничего нету. Сейчас до ближайшей заправки 30 километров еще пилить. Ни кустиков, вообще ничего. Охота на перемотку поставить. Перемотать быстрее это все дело. Вот так, короче, еду посреди пустыни, где вообще ничего нету, блин. Еще и жарко. Ну, хоть не сильно жарко, кстати, градусов 28, наверное. Вот так. Скукота, короче, полнейшая. Ну ничего. Сегодня, в общем, вот так вот ночую. Сегодня без кустиков. Просто в песке возле какой-то бетонной стены. Кусты закончились. Начался песок. Недалеко от заправки, в общем. Что-то поэтому скучно ехать по этой дороге. В общем, не знаю, завтра что, может что-нибудь застопить. Еще 500 километров, 530 ехать, поэтому посмотрю, в общем, завтра по настроению. Может проскочить это быстрее, все это. Доброе утро, если это можно так назвать. Жесткий ветер сегодня меня просто вообще выгоняет отсюда с этого места. Вообще песок вообще везде. Песок просто повсюду. Капец, капец, как же это бесит просто. Я вообще ничего не хочу никуда ехать. Я буду сейчас стопить машину до Эр-Рияда. Это бред. Это просто бред. Это сильно выматывает, очень сильно. Ночью еще полиция приезжала, в час ночи мужик приехал. Я спал, просыпаюсь от того, что светят фары в палатку. Сначала думал, не знаю, кто это, какие-то гопники, думал, может, приехали. Потом открываю, вижу полиция. Ничего, попросил документы, просто проверил. Извинился и уехал, в общем. Короче, это жесть вообще, это не знаю, ветер, это просто... Мне уже хочется быстрее отсюда уехать. В другое место, пустыни эти надоели уже, не могу вообще просто. Смотрите, что творится. Уже сложил палатку просто. В общем, пока решил ничего не стопить. Ветер попутный. Велосипед летит просто. Пока что отлично. Отлично, пока едется. Попутный ветер. Горка еще, тем более вниз. Большая, уклон. Смотрите, какой песок. Намело песка.
проехал уже 81 километр. Ужасный день, ужасный ветер боковой с песком. Сейчас остановился в магазине, вот ребята угощают фрукты, в общем, с перцем. Не так необычный вкус такой, в общем. It's good. Good. Доброе утро. В общем, вчера ночевал в мечети. Вечером приехал на заправку. Зашел в кафешку, там спросил у ребят, где можно переночевать. И мне сказали идти в мечеть. И вот сейчас я здесь. Время 6:40. Я проснулся, уснул в 11, проснулся в 4. И почувствовал, что уже выспался в целом. Потом еще час 15 подремал, и 5:15 уже началась молитва. Вот. Спальник принес, в общем. Холодно, кстати, достаточно. Плюс 10 градусов всего. В целом нормально. Сейчас я, в общем, собираюсь. Мне еще нужно заклеить камеру. Вчера опять колесо спустило, в общем, проколол. Сейчас буду заклеивать, в общем, заниматься своим любимым делом. Вот, в общем, принес камеру, насос, заплатки, клей. В общем, сейчас буду клеить. У меня осталось 10 реалов, и на карте еще примерно столько же. Это все мои деньги, все, что у меня есть. Сейчас я купил вот за 13 шаурму. Сейчас еще на оставшиеся вот куплю каких-нибудь бананов, не знаю, там, или печенье. Дальше не знаю, как буду двигаться. Сейчас, в общем, выезжаю. В общем, заднее колесо таки спускает. Я нашел там 4 дырки в камере. И, ну, в общем, все равно спускает. Не знаю. Я не знаю, в общем, как это, что клеить уже. Нет сил. Поэтому я не знаю сейчас, что делать вообще. Я так не смогу ехать долго. В общем, пробовал стопить, пока никто не останавливается. Решил еще раз пока заклеить здесь эту дырку, из-под которой фонит, но безуспешно. В общем, там этот клей старый, она уже не клеится плотно, не прилегает. В общем, и оттуда воздух выходит. Там 2 дырки, одна побольше, другая поменьше. Поэтому не знаю даже что. Надо продолжать стопить, конечно. Но фуры что-то вообще не горят желанием останавливаться. Да и вообще никто особо не горит желанием. Что-то эта сторона какая-то в сторону столицы. Там как-то пободрее шло, когда я в Джеду ехал. Как-то все было лучше гораздо. Ну ничего, я не отчаиваюсь. Сейчас что-нибудь придумаю по-любому. Первый раз стоплю. Еще не каждую машину застопишь, потому что я с велика. Здесь, в общем, остановился мужчина и отвез меня в мастерскую, здесь недалеко от заправки, где я был. Сейчас попробуем что-нибудь здесь сделать. В общем, повезло мне сейчас, ребята. Приехал мужичок сейчас чиниться здесь, и тоже вот я объяснил ему ситуацию, он как раз тоже вариант едет, в общем. Сейчас 420 километров, в общем, преодолею быстро. Сейчас вот ребята еще и перекусить позвали. Рис с картошкой, курицей. Шукран. Вот, в общем. Мохаммед подобрал меня, в общем. Сейчас едем. 420 километров. Сейчас быстро, думаю, долетим. По-английски не говорит особо. Так, чуть-чуть совсем. В общем, мужичок меня высадил за 100 километров до Риада. Сказал, здесь будет спать. Вот, а я сейчас не знаю, что буду делать. В общем, опять что-то придумывать, как всегда. Мое любимое дело.
Сейчас надо найти интернет, где можно будет подключить. Не знаю. Че, в общем, движение начинается. Сейчас прошелся. Там ребятки сзади, вот возле кафешки пакистанской. Сразу предложили помощь. Че кого, говорит, кушать. Давай Wi-Fi, все раздали. В общем, встретил ребят. Сейчас все пытаются мне помочь с моей проблемой. Решить мою проблему. У них вроде как есть камера. Камера и покрышка. В общем, вот в таком вот офисе. Ребята. Так вот общение происходит. Ребята пустые, оказывается, очень гостеприимные. Шукран. Вот чаек принесли.